США трясет от протестов, бомбы в игрушках для взрослых, Германия отрабатывает нападение России и неожиданное заявление Маска о тарифах. Обо всем этом расскажу подробнее в эфире Нехта. Самые важные и интересные новости. Сюрприз в игрушках. Как не перепутать вибратор с детонатором? Жителей какой страны выгоняют из Соединенных Штатов уже сейчас? В Польше жесткое предупреждение Трампу, что случится, если он признает Крым и Донбасс. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте ставить лайки, не забывайте оставлять комментарии и не забывайте подписываться на каналы. Все это очень несложно. Поехали. Киев проснулся от взрывов. Россия нанесла удар баллистическими ракетами прямо по столице Украины. 1 человек погиб, как минимум 3 ранены. Разрушены здания, горят склады, автомобили превращены в груду металла. Эпицентр удара — Дарницкий район. Там взрыв буквально стер с лица земли одно здание, еще одно загорелось. Пожары вспыхнули в бизнес-центре, на Оболоне и на складе в Соломенском районе. Прилетело по украинскому каналу и на вещание. Несмотря на масштаб атаки, украинское ПВО сработало. Сбиты десятки дронов и ракет. Из 109 беспилотников уничтожены 40. Также сбили 6 из 9 ракет Х-101 и Х-55СМ, 6 из 8 калибров и 1 «Искандер». Но часть все же прорвалась и принесла смерть. Польша поднимает авиацию во время масштабного обстрела Украины. Варшава в принципе в ярости. Глава комитета по международным делам польского Сейма Павел Коваль заявил, если Дональд Трамп на переговорах с Москвой отдаст Крым, Донбасс, Запорожье и Херсон, это станет исторической ошибкой. Россия после распада Советского Союза признала Украину с ее границами, включая Крым и Донбасс, и это основа норм международного права. Международно-правовые гарантии границ в Центральной Европе также служат одним из основных гарантий сохранения мира в регионе, согласно нашему историческому опыту. Любая попытка США слить украинские территории будет воспринята как удар по всей Европе, и на этот раз, судя по всему, никто не будет молчать. США захлестнула новая волна массовых протестов. По всей стране прошли марши против политики президента Дональда Трампа. Люди вышли на улицы от Портленда до Майами, от Лос-Анджелеса до Нью-Йорка. Всего более 1200 акций в 50 штатах, а ведь не только в Северной Америке. Это крупнейший день протестов с тех пор, как Трамп вновь стал президентом. Название как слоган и призыв одновременно: «Hands out», руки прочь. От чего? От прав человека, от экономики, от независимых институтов, от жизни, к которой американцы не хотят возвращаться под лозунгами страха, сокращений и репрессий. Во всяком случае, так говорят организаторы этих мероприятий. Мы не только либералы, которые верят в свободу, мы не только прогрессисты, которые верят в прогресс, мы консерваторы, которые будут защищать землю, воздух, воду, климатическую систему, конституцию, биль о правах, социальное обеспечение. В ближайшие несколько недель мы будем сохранять и защищать для будущих поколений американцев. В Портленде протест прошел в рамках движения 50-51. 50 протестов, 50 штатов, одно движение. Двухмильный марш собрал тысячи. Организаторы Rose City Indivisible и другие группы сплотили активистов всех возрастов. Люди несли плакаты, кричали лозунги, требовали перемен. В Лос-Анджелесе протестующие пришли с гигантским надувным младенцем Трампом, карикатурным образом президента в подгузнике. Этот символ уже стал иконой протеста и снова вышел на улицы. Среди участников правозащитники, профсоюзы, ЛГБТК+, активисты, ветераны и волонтеры избирательных кампаний. Объединяет их одно чувство, что власть перестала их слушать, и что молчать больше нельзя. И я хочу, чтобы пришло больше людей и выгнали его из офиса. Он ужасен. Организаторы подчеркивают, это не просто протест, а попытка вернуть импульс оппозиционному движению, которое было парализовано после возвращения Трампа. Протесты прошли мирно, арестов не зафиксировано, но улицы говорили громко, и эти голоса, похоже, становятся все мощнее. Один из лозунгов дня — это только начало. И если так, Америку ждет жаркая политическая весна. Этот парень полностью вышел из-под контроля.
Илон Маск снова удивляет. Миллиардер призвал стереть экономические границы между США и Европой. Прямо на глазах у всего мира он предложил создать настоящую зону свободной торговли между двумя континентами. Без тарифов, без пошлин, с полным доступом к рынкам. И это на фоне того, как Америка снова закручивает торговые гайки и вводит новые барьеры и пошлины против всех стран мира. Я надеюсь, что Соединенные Штаты и Европа смогут установить очень тесное партнерство. Очевидно, что мы уже являемся союзниками, но я надеюсь, что между Америкой и Европой могут быть очень тесные отношения. Я надеюсь, что, например, в случае с тарифами в конце концов будет достигнуто соглашение о том, что и Европа, и Соединенные Штаты должны в идеале, на мой взгляд, перейти к нулевым тарифам, фактически создав зону свободной торговли между Европой и Северной Америкой. И это было бы то, на что я надеюсь. Илон Маск не просто помечтал, он заявил, что лично советовал президенту США идти на сближение с Европой вплоть до открытия границ для свободного трудоустройства. Именно такой совет я дал президенту, говорит Маск. Вся эта история разворачивается на фоне жесткой торговой политики Трампа. Маск, получается, идет вразрез с курсом президента и прямо бросает вызов отменить тарифы, стереть барьеры, объединить рынки. Одна фраза, но за ней многомиллиардные интересы, политика и возможный передел мировых экономических правил. Если кто и может запустить такой процесс, так человек, который уже отправляет ракеты в космос. Что это, наивный идеализм, хитрый экономический ход или проброс к президентским амбициям? Как думаете? Не забывайте написать свой ответ в комментарии под этим видео и не забывайте подписаться на канал. Наша команда существует благодаря вам. Поддержите ее, чтобы мы могли продолжать нашу работу. Граждане этого государства больше не могут оставаться в США. Решение администрации Трампа бьет по целой стране. Вашингтон идет на жесткий шаг. Все визы граждан Южного Судана аннулированы. Я принимаю меру по аннулированию всех виз владельцев паспортов Южного Судана и ограничению любой дальнейшей выдачи виз для предотвращения въезда в Соединенные Штаты, которая вступает в силу немедленно, в связи с тем, что переходное правительство Южного Судана не принимает своевременно возвращения своих репатриированных граждан. Это первое подобное решение президента Трампа, которое касается сразу всей страны. Больше никаких исключений. Ни деловых, ни туристических виз. Все отменено. И новые документы выдавать тоже не будут. Госдеп называет поведение переходного правительства неприемлемым и угрозой миграционной политики. Ранее похожие угрозы звучали в адрес Колумбии. Гамбург готовит отражать российское нападение. В Германии начинается тревожная репетиция. С 25 сентября в Гамбурге стартуют масштабные учения Red Storm Bravo. Сценарий не абстрактная угроза, а полноценное нападение России, при котором НАТО срочно перебрасывает войска на восток. Учения не шуточные. По данным немецких СМИ, в них может быть задействовано до 800 тысяч человек. Это не просто армейская тренировка, это симуляция реальной войны в Европе. Это и отличает текущую ситуацию от времен Холодной войны. Тогда Германия считалась потенциальной зоной боевых действий. Сегодня же она выступает как тыловая зона развертывания сил НАТО. Угроза реальна. Мы уже сталкиваемся с атаками на нашу инфраструктуру. Но даже в тылу становится тревожно. Эксперты уверены, что Москва может напасть в ближайшие 4-5 лет. Секс-игрушки с начинкой. Европу шокирует расследование. За посылками с вибраторами якобы стоит Россия. Не то чтобы она хочет, чтобы весь мир задрожал, но взрывы на складах DHL в Европе могли быть не случайностью, а тщательно спланированной атакой. И за ней, по данным Reuters, могут стоять российские спецслужбы. Взрывные устройства прятали в массажных подушках, рядом с поддельной косметикой и секс-игрушками. Да, минированные вибраторы и фальшивая тушь, отправленные в посылках, которые взорвались на складах Великобритании, Польши и Германии, это уже подтвержденный факт. Польские спецслужбы уверены, это саботаж, а логистика атак якобы указывает на координацию из России. Следователи уверены, это не хулиганство и не ошибка. Взрывы уже прошли, причем сразу в нескольких странах. Склады под охраной, курьерские компании в панике, Европа в шоке. Это не сюжет шпионского фильма, реальные инциденты с угрозой для сотрудников логистических компаний. Будете теперь заказывать что-то на доставке, друзья, или нет? Пишите в комментарии, интересно узнать, как вы смотрите на это теперь.
Непогода нанесла сокрушительный удар по Беларуси. Сотни населенных пунктов в Минской и Могилевской областях погрузились во тьму после того, как сильный ветер и мокрый снег оборвали линии электропередач. Минская область пострадала особенно сильно. Пуховичский и Слуцкие районы оказались в эпицентре стихии. Могилевская область также не избежала удара, особенно проблемно в Бобруйском, Осиповичском, Кировском и Могилевском районах. Синоптики предупреждают, погодные условия остаются сложными, и угроза новых отключений сохраняется. Жителям рекомендуется соблюдать меры предосторожности и быть готовыми к возможным перебоям в электроснабжении. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте про лайки и комментарии, не забывайте подписываться на канал и про кнопочку «Супер спасибо» тоже не забывайте. На этом у меня все. До встречи и хороших вам новостей.